Минус еще один американский заправщик на Ближнем Востоке. Аббас Аракчи срочно вылетел в Китай. Стала известна причина вчерашних ударов Ирана по Арабским Эмиратам. Хексет угрожает эскалацией конфликта, если Иран не будет пропускать коммерческие суда в Ормузском проливе. Армения все больше уходит от влияния Москвы. В Ереване подписали соглашение о партнерстве с Европейским Союзом. Долетели дроны и ракеты аж до Чебоксар. Владимир Зеленский подтвердил удар по военному производству. Австрия высылает из Вены российских дипломатов. За шпионаж. Макрон поет, Пашинян играет. Культурная дипломатия на саммите в Ереване. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Над Ормузским проливом пропал американский военный самолет-заправщик. Он подал сигнал бедствия, код 7700, после чего исчез с радаров. По предварительным данным, борт снижался и направлялся в сторону Катара. Что именно произошло, аварийная посадка или крушение, пока неизвестно. На этом фоне фиксируются серьезные помехи навигации в регионе. Сбои GPS и подмена сигналов. Это уже влияет на безопасность полетов и судоходства. Параллельно начинается важная дипломатическая поездка. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сегодня отправляется в Китай. Там он проведет переговоры с китайским руководством на фоне обострения ситуации и перед возможной встречей США и Китая. Накануне Аракчи жестко раскритиковал действия Вашингтона. События в Ормузском проливе ясно показывают, что политический кризис не может быть решен военным путем. Поскольку переговоры продвигаются вперед благодаря доброжелательным усилиям Пакистана, США следует опасаться того, что злоумышленники вновь втянут их в трясину. То же самое касается и ОАЭ. Проект «Свобода» — это проект «Тупик». Речь о военной операции США по сопровождению судов через Ормузский пролив. Тем временем Иран усиливает риторику. Спикер парламента Мохаммад Галибаф заявил: новая формула по Ормузскому проливу находится в стадии формирования. Безопасность судоходства и энергетических поставок была поставлена под угрозу Соединенными Штатами и их союзниками из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады. Однако их злые действия со временем ослабнут. Мы прекрасно понимаем, что сохранение текущего положения неприемлемо для Америки, тогда как мы еще даже не начинали. Фактически это сигнал о возможной дальнейшей эскалации. Если говорить о событиях вчерашнего дня, именно они привели к текущему напряжению. Иран атаковал суда в Ормузском проливе. Использовались дроны, ракеты и быстроходные катера. Под удар попали как американские, так и коммерческие суда. В ответ США заявили об уничтожении нескольких иранских катеров. Кроме того, был нанесен удар по Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. Это ключевой нефтяной терминал, который позволяет обходить Ормузский пролив. Там произошел крупный пожар, есть раненые, главная причина – борьба за контроль над поставками нефти. Ормузский пролив остается стратегической точкой, через которую проходит значительная часть мировой нефти. Иран дает понять, попытки обойти его влияние будут жестко пресекаться. Дополнительное напряжение создает и позиция Израиля. По данным источников, страна координируется с СНШМА и готовится к возможному новому этапу ударов по Ирану, если ситуация ухудшится. При этом американская разведка считает, что последние удары не остановили ядерную программу Ирана. По оценкам, на создание ядерного оружия может потребоваться от 9 до 12 месяцев. На фоне всего происходящего растут цены на нефть, а страны, зависящие от поставок через Ормуз, уже оценивают возможные экономические потери. Индия отреагировала на атаку в ОАЭ. Премьер-министр Нарендра Моди назвал произошедшее неприемлемым. В результате удара по нефтяной зоне Фуджейры пострадали 3 граждан Индии. Моди подчеркнул важность защиты мирных жителей и безопасности судоходства в Ормузском проливе, отметив, что это ключевой фактор глобальной стабильности и энергетической безопасности. Решительно осуждаю атаки на ОАЭ, в результате которых пострадали 3 граждан Индии. Нацеливание на гражданское население и инфраструктуру является неприемлемым. Индия выражает твердую солидарность с ОАЭ и вновь подтверждает свою поддержку мирного разрешения всех вопросов через диалог и дипломатию. Обеспечение безопасного и беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив имеет жизненно важное значение для долгосрочного мира, стабильности в регионе и глобальной энергетической безопасности. Министр войны США Пит Хексет заявил, что Соединенные Штаты начали операцию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе из-за атак Ирана на коммерческие суда.
Он подчеркнул, что миссия носит оборонительный и временный характер, но в случае угрозы американским силам последует жесткий ответ. По его словам, Иран не контролирует пролив и не сможет блокировать мировую торговлю. Именно поэтому наша жесткая блокада остается в полной силе. Фактически 6 судов попытались прорвать блокаду из иранских портов в момент начала операции «Проект Свобода». И все они были развернуты обратно. Это не только стратегия, это также гуманитарная миссия. Разрушая незаконную, удушающую хватку Ирана, мы защищаем жизни и средства к существованию моряков из десятков стран, обеспечиваем безопасность глобальных энергетических маршрутов и предотвращаем дефициты, которые снова сильнее всего бьют по самым бедным людям в мире. Америка использует свою силу, чтобы поддерживать других. Иран же пытается подчинить мир тому, что осталось от его сил. Если вы нападете на американские войска или невинные коммерческие суда, вы столкнетесь с подавляющей и разрушительной огневой мощью США. Президент ясно дал это понять. Мы предпочитаем мирный характер операции, но готовы полностью защищать наших людей. Наши корабли и авиация выполнят эту миссию без колебаний. Обращаясь к Ирану, пропускайте невинные суда свободно. Эти международные воды принадлежат всем нациям, а не Ирану. Ни для налогообложения, ни для взимания платы, ни для контроля. Нашим партнерам, союзникам и всему миру это временная миссия для нас. Как я уже говорил, миру этот водный путь нужен гораздо больше, чем нам. Мы стабилизируем ситуацию, чтобы торговля снова могла свободно идти, но ожидаем, что мир возьмет на себя ответственность в подходящее время. И скоро мы передадим ее вам. Американцам, выполняющим эту миссию прямо сейчас, просто спасибо. Ваша смелость, готовность, непревзойденный профессионализм и точность — это причина, по которой мир сегодня и каждый день может дышать легче. Сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News заявил, что Соединенным Штатам не нужны войска на территории Ирана. По его словам, внутри страны уже есть миллионы людей, которых можно вооружить, чтобы они смогли выступить против действующей власти. Нам не нужны американские войска на земле. У нас уже есть миллионы людей на земле в Иране. У них просто нет оружия. Дайте им оружие, чтобы они могли восстать, как это сделали мы, и уничтожить этот режим. Решение в духе второй поправки, я думаю, могло бы значительно приблизить конец этой войны. Если мы сможем контролировать улицы, это будет мат. Хорошо. Насколько я понимаю, такие попытки предпринимались, и они пытались сделать это через различные группы. Насколько я знаю, например, при работе с курдами, они похищали 90% оружия. Что ж, тогда не работайте с курдами или с кем-то еще. И если ты сможешь доказать, что курды крадут оружие, им это дорого обойдется. Мне нравится идея вооружения иранского народа. Решение в духе второй поправки, чтобы сделать жизнь революционной гвардии адом. Одно дело, когда тебя бомбит Америка. И совсем другое, когда твой сосед начинает стрелять в ответ, потому что устал от убийств. Во-вторых, Ормузский пролив — это последнее, что осталось. Это была блестящая кампания президента Трампа и наших военных. Ядерная программа Ирана уничтожена. Их способность распространять террор разрушена, потому что их экономика на коленях. Если мы сможем контролировать пролив, если вернем контроль над Ормузским проливом, это будет мат. Все закончится. Я знаю, что цены на бензин высокие, и нам сейчас тяжело, но платишь либо сейчас, либо потом, имея дело с такими режимами, как Иран. Армения и Европейский Союз подписали соглашение о партнерстве по связности. Документ предусматривает развитие сотрудничества в энергетике, транспорте, цифровой сфере и безопасности. Подписание прошло в Ереване на первом саммите Армения-ЕС с участием премьер-министра Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антонио Кошты. ЕС также заявил о поддержке Армении в сфере безопасности, включая противодействие киберугрозам и усиление кризисного реагирования. Отдельно подписано соглашение о сотрудничестве с агентством Frontex. Мы также привержены поддержке национальной устойчивости Армении и вашей безопасности. Новая миссия Европейского Союза в Армении поможет укрепить возможности реагирования на кризисы и внесет вклад в долгосрочную стабильность страны. В рамках Европейского фонда мира мы поддерживаем вооруженные силы Армении.
Но Армении также необходимо противостоять внешним информационным манипуляциям, киберугрозам и вмешательству. Наша новая миссия ЕС поможет вам бороться с этими киберугрозами и дезинформацией. Саммит прошел на фоне сближения Еревана с ЕС при сохранении экономических связей с Россией. Ранее Путин заявлял о невозможности совмещения интеграционных форматов. Президент США Дональд Трамп в интервью с Salem News Channel заявил, что разочарован Европой и считает вклад НАТО недостаточным, подчеркнув, что США несут основную финансовую нагрузку. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет стойкость в войне, несмотря на потери территорий и высокую цену конфликта. В любом случае, господин президент, я очень разочарован Европой. Я убежденный сторонник трансатлантического сотрудничества. Я рад, что вы совершаете поездки из Германии. Однако меня очень воодушевляет Зеленский. Президент Зеленский отправил ОАЭ все свое оборудование против дронов. Вы теперь лучше относитесь к Зеленскому? Ну, прежде всего, у нас есть отличные технологии беспилотников. У нас есть отличные системы противодействия дронам. Знаете, когда он сделал это предложение? Он хитрый человек. Он хитрый парень. И мы хотим достичь соглашения. И знаете, они теряют территории, но это обходится дорого и России, и им самим. И мне нравится Зеленский. Мы всегда в целом ладили, за исключением одного момента в Белом доме, который показался мне немного агрессивным с его стороны. Ну, вы, возможно, помните овальный кабинет. Байден дал ему 350 миллиардов долларов в виде денег, оборудования и всего остального, что было, по моему мнению, чрезмерно. Но он это сделал. Но, знаете, я даю им, точнее, продаю им оборудование, конечно. Мы продаем его Европейскому Союзу. Мы продаем его НАТО, по сути. И они уже распределяют его. Я скажу так, они сражаются. Независимо от того, насколько хорошее это оборудование, они способны вести бой. Они лучше, чем любые наши союзники по НАТО. Они сдерживают это уже долгое время. В ночь на 5 мая беспилотники атаковали ряд регионов России. В Ленинградской области зафиксировано возгорание в промышленной зоне города Кириши, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – Кириши Нефтеорг Синтез. По данным местных властей, над регионом было сбито 18 дронов, информации о пострадавших не поступало. Также сообщается об атаке на Чебоксары. В результате пострадали 3 человека. По сообщениям СМИ, целью могло стать предприятие в НИИР «Прогресс», связанное с производством оборудования для военной техники. Кроме того, впервые сигнал ракетной опасности был объявлен в Ханты-Мансийский автономный округ, регионе, расположенном примерно в 2000 километров от границы с Украиной. Предупреждение действовало около 40 минут. Всего минувшей ночью сигналы тревоги звучали более чем в 10 регионах России. В ряде городов временно ограничивали работу аэропортов. Официальная информация о масштабах последствий уточняется. Позже удар по Чебоксарам подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары. Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 «Фламинго» в рамках операции вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям противника, в частности, по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. Украинские «Фламинго» преодолели расстояние более 1500 километров. На пораженном военном производстве изготавливались системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против нас, против Украины. Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали. Слава Украине! Правительство Швеции объявило о создании новой службы внешней разведки на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности. По словам министра иностранных дел Марии Мальмер-Стенергард, агентство усилит возможности страны и поможет эффективнее реагировать на внешние угрозы. Вопрос создания гражданской службы внешней разведки обсуждается уже давно. Правительство считает, что серьезная ситуация в сфере безопасности требует быстрого увеличения общего потенциала шведских разведывательных служб. Как уже известно, правительство проводит реформу нашей разведывательной деятельности, крупнейшую за последние десятилетия. И теперь правительство приняло решение внести законодательное предложение с необходимыми изменениями для создания нового агентства внешней разведки. Как хорошо известно, мы находимся в серьезной ситуации в сфере безопасности и ежедневно сталкиваемся с широким и
сложным спектром угроз, что предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям. У нас также появились новые ожидания от нас самих, как от союзника по НАТО. И, развивая нашу разведывательную структуру, мы будем лучше соответствовать структурам, существующим в НАТО и среди наших союзников. Новое ведомство будет поддерживать внешнюю, оборонную и политику безопасности Швеции и отслеживать внешние угрозы стране. Его деятельность будет включать сбор, обработку и анализ информации. Австрия усиливает давление на российскую дипломатическую миссию. Несколько сотрудников посольства России должны покинуть страну. Их подозревают в причастности к разведывательной деятельности. Поводом для этого стали данные австрийских спецслужб. По информации Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом, на крышах зданий российского посольства в Вене, а также на территории дипломатического комплекса в районе Донауштата обнаружено оборудование, которое может использоваться для перехвата данных. Речь идет, в частности, о возможном доступе к информации, передаваемой международными организациями через спутниковые каналы связи. В связи с этим посол России был вызван в Министерство иностранных дел Австрии для разъяснений. Приняли к сведению возмутительное решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон-грата. Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым. Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств, якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны, безусловно, последует. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену. Официальная Москва обвинения пока не комментировала. В то же время в Вене подчеркивают, речь идет о защите национальной безопасности и международных институтов, работающих на территории страны. Это уже не первый случай за последние годы, когда европейские государства высылают российских дипломатов по подозрению в шпионаже. 3 граждан Перу вернулись на родину из России на фоне заявлений их семей о возможной вербовке и принуждении к участию в боевых действиях. Мужчины прибыли в Лиму рейсом через Амстердам при содействии посольства Перу в Москве. В аэропорту они отказались от общения с прессой и покинули здание в сопровождении родственников. По словам адвоката семей, вернувшиеся испытывают страх, в том числе из-за возможных угроз. Ранее родственники других перуанцев, находящихся в России, провели акцию протеста у российского посольства в Лиме. Они заявляют, что их близкие могли быть привлечены за границу под предлогом высокооплачиваемой работы, однако впоследствии оказались в зоне боевых действий. Мой брат уехал 16 марта. Примерно 9 апреля связь с ним полностью пропала, и последнее сообщение было: «Сестра, мое время пришло, меня отправляют на передовую». С тех пор я ничего не знаю о своем брате. Он был студентом университета, у него не было никакого опыта. Он учился на медбрата и работал в охране. Мой отец также пропал уже 10 дней. Последнее сообщение он отправил мне в мой день рождения, примерно 16 числа. Он написал: «Дочь, я тебя люблю, береги себя, не знаю, вернусь ли». И после этого полностью исчез. Я ничего не знаю о своем отце уже больше 10 дней. То же самое с моим младшим братом, и еще один брат также был завербован вместе с отцом, тоже обманом. Они оба поехали, потому что сначала уехал мой старший брат. Перуанская прокуратура начала предварительное расследование по факту возможной вербовки граждан с использованием вводящих в заблуждение предложений трудоустройства. В российском дипломатическом представительстве в Лиме заявили, что законодательство страны допускает участие иностранных граждан в военной службе при соблюдении установленных процедур. По данным властей Перу, в ближайшее время на родину могут вернуться еще несколько человек. Сегодня в аэропорту имени Хорхе Чавеса мы встретили 3 перуанцев, которые находились под защитой посольства Перу в России. Они прибыли рейсом из Амстердама. В целом мы не хотели делать это публичным, но Министерство иностранных дел раскрыло информацию, поэтому, как вы видите, они сразу отправились домой. Они очень напуганы вниманием и угрозами, которые получили их родственники. В Китае произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. По предварительным данным погибли по меньшей мере 21 человек. ЧП случилось в городе Чанша. Предприятие по производству пиротехники оказалось практически полностью разрушено. По данным государственных СМИ, взрыв произошел днем 4 мая. Кадры, показанные китайским телевидением, демонстрируют масштаб разрушений. На месте завода груды обломков, обугленные конструкции и искореженный металл. Над территорией поднимается густой дым, а спасатели продолжают проливать тлеющие завалы водой.
На месте работают пожарные расчеты и тяжелая техника. Разбирают руины в поисках пострадавших. Взрывной волной повреждены и соседние здания. Выбиты окна, частично разрушены крыши. В результате трагедии пострадал 61 человек. Причины происшествия пока устанавливаются. Председатель КНР Цзиньпин поручил провести тщательное расследование и усилить меры безопасности на подобных производствах. Спасательная операция продолжается. В Ереване дипломатия на один вечер сменила строгий протокол на почти домашний концерт. Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно взял на себя роль шансонье и исполнил «Ла Боэм», одну из самых известных песен великого французского певца с армянскими корнями Шарля Азнавура. Аккомпанемент оказался не менее колоритным. За барабанами премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ритм, возможно, был не академическим, зато абсолютно искренним, как и сама атмосфера вечера.